Здравствуйте, у меня Renault Logan 1.6, восьмиклапанный. Вот так он выглядит. Вот. Значит, я хочу рассказать про одну интересную особенность. У многих логановодов начинает скрипеть педаль. Вот. В моем случае скрипел тросик или педаль, ну, скорее всего, тросик. Я выяснил это путем долгих мучений. Я заменил сцепление на машине. Когда приехал на СТО, мне сказали, меняй сцепление, все будет нормально. 10 тысяч я потратил, поменял сцепление с подшипником. За работу отдал 4 тысячи. 6 тысяч за само сцепление, корзину, за подшипник, там еще какие-то запчасти. В общем, 10 тысяч отдал, можно сказать, ни за что. Хотя, конечно, когда сняли подшипник, то он был в таком состоянии, черный весь, такой страшный. Но это не самое главное. Вот вы видите, у меня тут бантик, веревка. Без этой веревки никак не могу обойтись. Вот я включил камеру, освещение. Вот смотрите, видите тросик сцепления, и она его натягивает, эта веревка. Я очень долгими методами тыка изучал вопрос, как должен проходить тросик. Видимо, у машины было ДТП, и тросик неправильно лежал. То есть проверьте правильность поведения вашего тросика, прокладки. Здесь есть крепление специальное где-то. Я сейчас попробую найти, где-то снизу. Вот здесь где-то крепление, вот там снизу. И через него должен проходить тросик. Вот. Если я ложу тросик обычным образом, то через полчаса начинается скрипение педали, и невозможно ездить в таком состоянии. То есть мучение одно. Вот таким нехитрым путем я вышел из положения. Натянул трос, и он перестал скрипеть. Он немножко туже стал ходить, но при этом износа нет. Езжу уже около года. Конечно, на СТО все спрашивают, что у тебя тут такое. Вот. Но я объясняю, что вот такая вот проблемка. В общем, решение было довольно простым. Я и трос менял, и сцепление поменял, а в конечном итоге поставил родной тросик, вот эту веревочку привязал, и все нормально. Замечу то, что вот аккумулятор на моем Логане, он, значит, 2013 года. То есть настолько надежное здесь питание. Вот видите, 13 год. Электричество в машине настолько надежное, что аккумулятор довольно-таки живучий. Вот такая вот история. Спасибо за внимание. Надеюсь, данное видео будет кому-то полезно.